Всем привет! Это канал «Разговор с Богом». Ее ведущий Крутой Сергей. Сегодня я уже чуть-чуть опоздал немножко, да, но, конечно же, этого не должно было быть. Дочка тут немножко, в общем-то, и такие вещи. И вообще я хотел сегодня провести, конечно, в 3 часа, но вот не получилось. То, что человек это не тот, который постоянно у него денежные средства идут. Конечно, это неплохо, финансовая система, то, что у тебя будет приходить деньги, и всегда вы будете думать о том, что у вас нету их, и как вам заработать постоянно. Не тот человек, который постоянно у него денежные средства в кармане. Человек, который просто успевает. Успешный человек, можно говорить про человека, который успел вырастить детей, построить там дом и другие такие вещи. Поэтому, говорит, в степени он будет неуспешным. Так, сейчас я, пока никого нет, в принципе, подсоединюсь к своей трансляции для того, чтобы вам отвечать на вопросы. Если что, я буду печатать, пробовать. Но, может быть, буду более-менее видеть ваши сообщения. Правда, я смотрю, пока что никого нет. Ну ладно. Поэтому пока я могу настроить все это. Так. Что-то не очень, конечно, получается эта система. Видимо, сегодня чат особо не будет работать. Ну ладно. Пока без него поговорю о том, что успех может быть и не сразу быть. И то, что говорит, изначально, как я и сказал, что не обязательно быть успешным, если у тебя нет таких огромных финансовых потоков, которые приносят тебе миллионы, там, миллиарды. Вы думаете, то, что человек, который миллиардами, миллионами, в общем, во всем финансово успешен, а в других планах он может не успеть сделать семью, не успеть вырастить детей, не успеть там что, куда-нибудь съездить, хотя вряд ли. Съездить, наверное, он успевает и построить дом. Да, зачем ему строить? Он и так, в принципе, приобретет, если у него есть денежные средства. Да, если, конечно, у вас не получается с денежными средствами, это сложность, знаете, если вы видите и всегда можете
найти способ заработка, то вы обязательно придете к тому, что сможете заработать на ту или иную вещь. Да, может быть, это не сразу получится, как у человека, у которого есть миллионы, миллиарды и тому подобное. Вы не президент, вы не человек, который занимается финансами или там чем-нибудь подобным. Но вы успешны в том, что все-таки вы даете своей семье какие-то возможности. Вы даете своим детям заняться каким-то делом, пойти, в общем-то, учиться. У вас находятся какие-то средства. Вот. Поэтому вы, значит, тоже успешны в том плане, что растите свою семью. И успеваете не только заниматься, конечно, семьей, и успеваете в какие-то свои хобби заниматься. И это хорошо, если вы успеваете все это дело. Но если вы, конечно, не успеваете делать, не отчайтесь. Вы можете стать успешным и успевать везде. Главное составить план ваших занятий. Допустим, если вы распланировали занятия спортом там какое-то определенное время, потом занятия там игры на гитаре там или танцы и тому подобное, много чего. Также вы должны погулять, пойти в магазин, и вы должны пробовать эту систему, потому что вам в дальнейшем поможет как добиваться и финансовой возможности, и всего остального. Понимаете? То, что да, на работе у вас время от времени, то есть вы пришли на работу, отработали положенное время и ушли с работы. Но бывает то, что задерживается, но это уже другой вопрос. А если вы хотели бы заняться другими делами, допустим, занимаетесь, и поэтому вам надо распределить, сколько вы можете уделять этому времени, сколько этому. Постоянно. Вот, допустим, если говорить про меня, то я тоже работаю на заводе. Завод, который занимается, но не буду говорить, чем занимается, потому что это секретность. Ну, неважно. То, что я работаю с 8 и до полпятого, потом еду на машине из другого. У меня уже в голове распланировано, допустим, я пришел там, поужинал, с дочкой там погулял, в магазин сходил, и вот. Планы, конечно, бывают меняются, и поэтому, когда вы будете успевать все свои дела делать и не забрасывать свои интересы, тогда вы будете успешным человеком. Вот о чем речь. То есть вы должны постоянно контролировать свое время. В выходные, допустим, вы можете позволить себе другие возможности, отдохнуть, работы и пытаясь работать на YouTube, чтобы меня смотрели там, допустим, интересные видео, интересные идеи выдвигать там, допустим, постоянно. Вот поэтому над этим всем всегда нужно постоянно работать и постоянно нужно какое-то время. И вот сейчас дальше будет, допустим, я выделю время на то, чтобы снять видео, а дальше мне нужно выделить время на монтаж и все остальное, понимаете? Это тоже такая работа нелегкая. А помимо этой работы у меня еще основная работа, которая, в общем-то,
приносит мне денежные средства, чтобы я мог покупать какие-то оборудования и мог бы покупать продукции, там им все вещи, в общем-то, такие дела. Поэтому пока что да, YouTube мне не приносит ни копейки, но для вас я стараюсь и буду стараться. Думаю, что вы оцените мое старание и хотя бы поддержите какими-то лайками для того, чтобы понять, стоит ли мне дальше заниматься этим вопросом. Рассказать. Дальше попробуем. Тоже подсоединился, так что если в чате я сейчас появлюсь. Конечно, единственное, что мне неинтересно будет смотреть сам себя, но если вы не успели, конечно, на эфир мой, то, в принципе, вы можете посмотреть, конечно же, эфир будет оставаться, и вот, трансляция будет, и я буду ее оставлять, и каждый, кто захочет, может посмотреть. Так, я пока отвлеклюсь чуть-чуть, для того, чтобы мне зайти к себе, да. Так, а пока грузится, в принципе, можно и дальше рассказывать о том, что дальше. Вот вы видите, сегодня я даже не показываю то, что моя атрибутика и все остальное. Я просто рассказываю вам. У меня тут нету ни свечей, ничего, потому что это тема о другом. То, что как быть успешным и просто про успешный человек. И кто он такой? Вот я вам немного рассказал об этом. И дальше будем рассказывать, как быть вообще успешным. Так, сейчас я зайду да, уведомления. Так, немного плохо грузится. У меня здесь на кухне очень слабенький интернетик, поэтому я сейчас буду периодически отвлекаться, но думаю, постепенно я буду рассказывать о том, как стать успешным человеком. А успешным человеком стать очень просто. Вам просто, как изначально я говорил, нужно распределять время для того, чтобы вам успевать везде и всегда. И вы можете, конечно, работать на основной работе и получать нормальные денежные средства. Но что вам интересно? Вы же, допустим, приходите на работу, интересна вам эта работа. Если интересно, да, это очень отлично. Но если у вас нет интереса к этой основной работе, вы должны воплотить свои таланты, которые у вас наверняка есть. Наверняка у каждого человека есть талант, там, песни или танцы. Ну, неважно, может быть разные варианты. И вы должны с помощью этого таланта сделать любящую работу. Допустим, если вы танцевать любите, значит вы должны танцевать или быть танцором. И вам будет нравиться. И поэтому вы станете успешным. Почему? Но главное не сдаваться. Да, может быть, сначала будет трудность, вам придется разорваться на 2-3 части, допустим. Потому что вы будете работать на основной работе, нелюбимой, и брать другую работу, которая вам очень нравится.
Почему? Потому что так получается. Сначала вы не будете зарабатывать тех денежных средств. Ну, не надо сдаваться. Со временем вы можете перейти на эту работу. А возможно, вы уже стали на любимой работе и работаете. Поэтому вам приносят деньги не просто то, что вы работаете, делаете и делаете хорошо. Когда вы делаете это хорошо, поэтому вам и прилетает благодарность, как бы даже можно сказать Вселенная, которая, ну многие говорят, что Вселенная это, ну ничего. А откуда приходят ответы и вам на вопросы, допустим, мне как эзотерику, я беру ее извне, а где их брать? Она и есть Вселенная, то, что берется, потому что там все ответы. И вам будет даваться ответы и вопросы на все вопросы с помощью этого. Поэтому, когда вы думаете то, что вы не успешны, вы ничего не умеете. Не может такого быть. Я не верю в это. Умею все делать. Вот и все. Если вы будете говорить, что вы не успешны, не успеваете ничего сделать, естественно, у вас не будет успеха. Вы на первом этапе уже провалились. Вы сказали, что все, я ничего не могу. Я не могу, я не добьюсь того, чего добиваются другие. Это все провал, понимаете? А когда вы говорите, что я добьюсь, несмотря ни на что, не несмотря критику, не несмотря на все, что... Да, может быть, нужно прислушиваться к многим вопросам, многим там, кто говорит тебе. Но двигайся, двигайся вперед, не останавливайся никогда. Не нужно останавливаться. Если ты остановился и подумал, что, блин, мне вот говорят, что у меня ничего не получится. Все, мы провалились, остановились. Придется заново начинать. Заново начинаешь, опять там критику не воспринял. Опять кто-то тебе наговорил, опять кто-то что-то говорит не то. Зачем ты все это делаешь? Почему ты снимаешь, допустим, видео? И что? Ничего не получается, не уходит, никаких движений вперед, только назад. Ну и все. На этом все заканчивается. Зачем заканчивает это? Пробуйте разные варианты. Даже не то, чтобы там в Ютубе снимать, что, допустим, мое вот увлечение сейчас, то, что я снимаю, но я снимаю то, что я вижу, знаю, и многим уже помог. И когда я изначально не снимал ничего, в принципе, я и так помогал до этого ютуба, и мне не нужно каждому показать свои возможности, свои способности. Зачем же мне тогда даровали этим способности, если я не буду им показывать и говорить то, что я вот могу помочь человеку, да, даже если человек не хочет, чтобы со мной там видеться, просто я издалека попытаюсь помочь, и такие случаи будут, там, целительством помочь, допустим. Естественно, я приеду, помогу, ну, попытаюсь, найду деньги, в общем-то, на билет, чтобы дать такая возможность. Вот. Но дело даже не в том. Хобби. У меня тоже есть не только YouTube хобби, там много чего, гитара, писать, рассказывать, там, ну да, стихи уже сказал, читать книги. Ну,
пока что время, но надеюсь, в дальнейшем я исправлю. Поэтому я буду учиться вместе с вами распределять время. Вот. И когда мы будем успевать делать все наши любимые дела, то и получится интерес. И мы даже получится, допустим, приносящее наше хобби может приносить нам денежные средства, растет в большей степени, допустим, чем работа наша. И в таком случае мы можем заниматься своим любимым делом, а не тем, которым занимаемся ради того, чтобы выжить. Вот и все. Так что, ребята, подумайте о том, что важнее: любимое дело, успеть его возвысить, чтобы она была у нас все время на вышине, либо жить как и прежде, и, в общем-то, без распределения времени, и неизвестно, как у вас получается. Бывает, да, спонтанно мы куда-то начинаем собираться ехать, бывает, спонтанно мы что-то покупаем, но не задумываемся о том, что как бы нужно все это вовремя делать. Вот и самая главная единица получается, что не то, что единица денежная, там евро, доллары, рубли, вообще не деньги, они самое главное, не будет времени. А потом вы будете думать: блин, я же не успел сделать свое любимое дело, которое я очень обожал в детстве, там, допустим, или не успел сделать свое любимое дело в другое время. Вот и все. Так, похоже, у нас что-то не то. Сейчас обновим страницу. Ребят, у меня тут, как я и говорил, плоховато Wi-Fi идет. А на нетбуке что-то не очень нет. Ну, в общем-то, у меня нет сим-карты Wi-Fi такого. У меня чисто из... И, ну, в дальнейшем, может быть, я надеюсь, я придумаю что-то для того, чтобы улучшить всю трансляцию. Но, может быть, и где-то и в другом месте будет трансляция висеть. Поэтому, в принципе, кто не успел посмотреть, так. Вроде я подключаюсь, ребят. Так, отключаю звук, чтобы не фонило. Поэтому сейчас все получится. Так, блин. Ну ладно. Так, о чем мы остановились? Остановились мы о том вопросе, то, что вы можете не успеть сделать любимое дело, понимаете? А если вы будете сожалеть о том, что вы не успели, столько времени думали о том, как заняться там игрой на гитаре, или писать стихи, или там танцами заниматься. И вот вам уже много лет, конечно, может быть, вы и в том возрасте сможете танцевать, играть на гитаре. Может быть. Но
сожалению, не получается. Так, ладно. Что-то у меня опять не выходит. Не знаю, что тут происходит такая. Сейчас еще перезагрузим. Так, ну в общем-то вот. Поэтому не нужно забрасывать то делом. Хотя бы уделяйте этому делу минут 15 минут. Вы сможете и успеть заняться этим интересным делом, которое вас очень интересует. Я уверен, что вы сможете добиться успехов в таких вещах. Поэтому много чего интересного мы не успеваем сделать. Так, что-то... Сейчас, ладно, зайдем на другой аккаунт. Похоже, я не смогу зайти. Наверное, вот туда. Ладно, сейчас мы, в общем-то, все равно зрителей пока у вас нету, да, видимо, у вас также вот не получилось время прийти на мою трансляцию, но я думаю, в дальнейшем у нас будет получаться. Под этим трансляцией, ребят, пишите свои комментарии, вообще вам понравилось или не понравилось, и нравится вообще мои видео. Напишите комментарии такие. Да, вот. Все правильно, я не могу одновременно подключаться. Поэтому напишите комментарии свои. Какие я что-то забыл сказать. Ну да, бывает иногда. Комментарии то, что может быть, я что-то неправильно говорю, не знаю, смотрите, в общем-то, вот так. Кто дальше, в общем-то, пересмотрит все это видео, трансляцию мою, может написать, какие там видео больше всего нравятся, или что вообще я делаю не то, может быть, да, посмотрите, но только не говорите, что там я какой-то ну да, ахинею там несу, там все такое, понимаете, это неправильно. Просто если кто-то хочет написать критику, пишите нормальную критику. То есть я вот, допустим, думаю о том, что тебе надо было сделать так-то, так-то. Вот, подумай об этом, и ну, вот, и я поразмыслю, может быть, даже что-то отвечу. Вот. Таким образом, сегодняшняя трансляция, я думаю, так как уже никто не зашел, я думаю, будет закрываться. В принципе, я рассказал много интересного.
я думаю, каждый поймет, что время важное, что без времени мы никак не проживем. Поэтому время — это самая лучшая единица, которая у нас существует в нашем мире. Я не буду рассказывать, что там есть другие миры, потому что многие скажут: да ты что-то там ерунду, какую-то рассказываешь. Поэтому просто скажу о том, что энергетика человека тоже временна, и время надо беречь. Если вы не успеете вовремя что-то сделать, вы можете не успеть никогда это сделать. Поэтому успевайте везде, всегда. Создаем время. Точнее, мы не создаем время, мы распределяем то время, чтобы мы смогли успеть везде и всегда. Поэтому, по моему мнению, успешный человек — это тот, где всегда успеет, везде, во всем. Не только заработать денежные средства, но и человек, который успевает вырастить детей, построить дом, помочь родителям и многое другое. Да, возможно, я не прав. А если я не прав, можете написать в комментариях, почему я не прав. Так, ну напоследок, что я хочу сказать. Я хочу сказать о том, что кто впервые на моем канале, он может посмотреть много интересных видео моих, которые на разные темы. На этом канале множество тем затрагивается: и духи, и энергия человека, и духовная практика, и физическая практика, и будет еще также выезды разные с экспериментами, и также будет испытание тела физического, и есть у нас рассказы, также цитаты из книг и обзоры книг. И, в общем-то, много чего интересного. Недавно были про деньги, и самый популярный сейчас в данный момент видео мое — это ритуал о возвращении денежных средств. Точнее, не ритуал, а молитва. И есть также ритуал на деньги. Также можете посмотреть об этом. Поэтому, кто впервые меня смотрит, комментарии, а я для вас буду создавать новые видео. Всем пока, удачи, и будьте всегда со временем.